Шарль Перро. Золушка. Жил-был один очень почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз. Да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой еще свет не видывал. У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. У мужа тоже была дочка, красивая, добрая, приветливая и милая. И вот новая хозяйка вошла в дом. Все было ей не по вкусу, но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с нею казались еще хуже. Бедную падчерицу новые хозяйки заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы и убирала комнаты. Спала она на чердаке под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде и с большими зеркалами. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали девушку Золушкой. Золушка даже в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была во 100 раз милее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелк. И вот однажды сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с красавицами-женами и дочерьми. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. У бедной Золушки работы и заботы стало еще больше, чем раньше. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, плоить воротники и оборки. В доме только и разговору было, что о нарядах. Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружева или завить локоны. Сестрицы ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали на бал. Золушка долго смотрела им вслед, а когда карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала. И вдруг появилась добрая фея, крестная Золушки. «Что с тобой, дитя мое?» – спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» – спросила крестная. «Правда», – ответила Золушка. «Что ж, будь только умницей», – сказала фея. «А уж я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. Сбегай-ка в огород, да принеси мне оттуда большую тыкву». Золушка побежала в огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Затем фея прикоснулась к притаившимся под кустом мышкам. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Затем фея велела Золушке принести мышеловку, выбрала оттуда одну крупную и усатую крысу, дотронулась до нее своей палочкой, и та сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер. И напоследок фея слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой. И старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями.
Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие не снились ни одной девушке. «Помни, — сказала фея, — в полночь волшебство кончится, и твоя карета снова сделается тыквой, лошади мышами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое залатанное платьице». «Не беспокойтесь, я не опоздаю», — ответила Золушка и, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло, скрипки замолкли, и музыканты и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы. Принц усадил свою гостью на самое почетное место, а чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец. Он влюбился в Золушку и не расставался с ней ни на минуту весь вечер. Принц был так приветлив, и Золушка забыла, что ей надо уехать вовремя, а спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь. Она поднялась с места и убежала быстрее Лани. Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видел ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Тем временем Золушка прибежала домой. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. А от всего великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька. Точно такая же, как та, которую она случайно потеряла на дворцовой лестнице. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание, что девушка, которой придется впору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги! Но она не лезла им даже на кончики пальцев. Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «А ведь она, кажется, будет впору мне», — сказала Золушка. Придворный кавалер усадил Золушку в кресло. Туфелька была точь-в-точь по ножке. А Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, точно такую же. Золушку отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде. А через несколько дней сыграли пышную, веселую свадьбу.